Всем привет! Я Семен Широчин, и мы отправляемся в архитектур. Наша сегодняшняя цель – город Запорожье. Здесь мы будем любоваться новыми незнакомыми зданиями. Это та же эпоха, та же цивилизация, но другой почерк. Индустриальные города советского периода имеют множество шедевров. В основном они построены в виде ансамблей, кварталов с осями проспектов. Они все похожи, но у каждого свое лицо. И лицо это создано на европейский манер. Это настоящий архитектурный заповедник. Ар-деко, неоклассицизм, неоренессанс, классические национальные элементы. Но всему этому предшествовал конструктивизм, еще один стиль в мировой архитектуре 20 века. Соцгород, он же шестой поселок Днепростроя, строился вместе с Днепрогэсом в первую пятилетку. Он стал воплощением новых архитектурных, градостроительных и социальных идей. Здесь сооружались жилье и инфраструктура, клуб, кинотеатр, дома коммуны и первая фабрика кухни. Новой была не только эстетика, но и функциональность. Через идею соцгорода вносились идеи коллективного быта. Уникальность и ценность этого комплекса понимают пока что не все, но он вскоре может и должен стать объектом ЮНЕСКО. Одним из самых узнаваемых в соцгороде зданий является больница, построенная в 1932 году. Здание имеет характерные для конструктивизма черты. Асимметричный силуэт, сплошное остекление лестниц в апсиде, протяженные, почти ленточные окна. Особо интересно выдвинутое в апсиду помещение операционное, где оконный ряд почти сплошной и прерывается лишь небольшими простенками. Но есть одна нехарактерная черта, а именно облицовка фасада армянским туфом. Обычно конструктивистские здания максимально лаконичны и эстетичны в своем дизайне. Значительная часть кварталов соцгорода имеет строчную застройку. Дома в них поставлены не по красной линии, а перпендикулярно улице. Это отличительная черта функционального подхода к градостроению. Эти дома не нужно обходить. Они ориентированы под оптимальным углом к меридиану, что дает самое лучшее освещение для тех, кто живет в этих кварталах. Плотность застройки невысока, много зелени во дворах. Но в 30-х подходы меняются. На сцену выходит архитектура сталинской эпохи. Застройка становится торжественной и ансамблевой. Трансформация функционалистского пространства в неоклассическое сопровождается добавлением зданий, которые создают периметральную застройку. Особенно хорошо это видно с высоты, где мы видим строчную застройку первой пятилетки и периметральную застройку второй и третьей пятилетки. На Дружном проезде по проекту архитектора Лаврова сооружаются дома-пропилеи с рядом круглых ниш на фасаде. Этот элемент не случайен, это цитата из знаменитой могилы пекаря в Риме. Рядом с ними находится знаменитый дом, построенный в 1938 году в форме буквы «С». Со стороны двора дом имеет галерею и 4 этажа. С внешней стороны дом пятиэтажный. Конструктивизм в СССР не жалуют уже с 1932 года. Но свежепостроенные здания в Запорожье тогда менять не будут. Их черед настанет уже после войны, когда поврежденные дома будут ремонтировать, восстанавливать, им придадут новый облик. Так, например, клуб-столовая, построенная архитектором Маслихом, была перестроена в классицизм. Похожая судьба будет и у многих поврежденных во время войны жилых зданий, в том числе бывших домов коммун. Функционалистские элементы попытаются переинтерпретировать классические, чтобы силуэт здания перестал напоминать о современной архитектуре. Фасады этих зданий будут оштукатурены и рустованы, то есть они будут максимально стилизированы под старую архитектуру. В послевоенное время по всему Запорожью создается система вертикальных доминант. Среди них семиэтажная башня архитектора Козлиннера на углу проспектов Металлургов и Соборного. Дом был запроектирован с башенкой и шпилем, но построен был без них. Говорят, причиной стала плохая геология. Во время строительства дом начал крениться. В результате башню тогда так и не построили. Но в 1999 году под здание закачали жидкое стекло и крен выровняли. После этого башенка была надстроена и заняла свое достойное место в системе вертикальных доминант Запорожья.
Еще одна доминанта – башня дома Коксахима, построена в 1951 году тем же Козлинером. Это самая высокая башня Запорожья, ее высота почти 50 метров. Силуэт башни позаимствован из колоколен и ратуш Западной Европы. Нечто подобное можно встретить в первую очередь в Испании. Не зря ведь сталинская архитектура вбирает в себя мировое архитектурное наследие. Таким образом, мы получаем здания, формы и элементы которых позаимствованы из тех исторических периодов, во время которых у нас ничего не строилось. Такого наследия у нас не было, но оно появляется в середине 20 века. Вертикальные акценты неминуемо просились и со стороны Днепрогэса. Еще в середине 30-х архитекторы Орлов, Лавров, Варенцов разработали проект монументального ансамбля с колоннадой и огромным памятником Ленину. Проект был настолько грандиозный, что его нередко путают с проектом правительственного центра в Киеве, композиция которого была весьма похожей. В послевоенное время идея вертикального акцента возвращается. Архитектор Вегман проектирует 2 ближайших к электростанции дома с башнями. Но наступила борьба с излишествами в архитектуре, из-за чего эти башни останутся только на бумаге. В остальном, эти дома были реализованы со всеми задуманными и необходимыми для своего времени декорациями. Сегодня архитектур был в соцгороде Запорожье.